Дорогие слушатели, для вас публикуется новая книга. Поддержите наш канал подпиской и лайком. Приятного прослушивания. Я не представляла, что однажды очнусь под серым небом на чужой земле без малейшего намека на знакомые звуки и запахи. 21 век остался где-то далеко, скрытый за завесой того, что уже никогда не станет моей жизнью. Нет больше мягких диванов и сияющих экранов. Здесь пахло прелыми листьями и влажной землей. А в воздухе витало что-то необычное, что-то колдовское. А начиналось все так. Я стояла на кухне, окруженная облаком ароматов, и с нетерпением готовила зелье по старинному рецепту, который нашла в заброшенной библиотечной книге. Это было то самое таинственное снадобье, которое якобы способно открыть врата к истокам мудрости предков. Ощущая волнение, я нарезала травы, которые привозила из дальних поездок, и каждый раз, когда нож касался поверхности, сердце мое замирало от ожидания. Загадочные строки из рецепта звучали в моем сознании, и я сосредоточилась, чтобы ничего не упустить. Когда зелье достигло нужной консистенции и стало переливаться под светом лампы, я произнесла заклинание, написанное в конце. И вдруг, когда я сделала последний шаг и выпила зелье, волны головокружения захлестнули меня. Комната вокруг закружилась, а мир стал расплываться, как краски на холсте. И я чувствовала, как наполняюсь теплом и как будто взлетаю в воздух. Когда я открыла глаза, то оказалась на мягкой траве под ярким солнцем. Вокруг слышались звуки природы: пение птиц, шорох листвы, гудение насекомых. Поднявшись, я поняла, что нахожусь в густом лесу, полном высоких деревьев. Вдалеке виднелись старинные здания с каменными стенами и деревянными крышами. Мое сердце забилось быстрее. Я в полной мере поняла, что попала в средневековый мир, о котором когда-то читала только в книгах. Этот мир был полон магии и загадок, но также и опасностей, о которых я не могла даже догадываться. Сначала я пыталась убедить себя, что все это сон или галлюцинации, но, столкнувшись с реальными людьми, одетыми в простые одежды и занятыми повседневными делами, я осознала — это реальность. Ощущая, как меня охватывает тревога, я поняла, что мои знания о травах и кулинарии могут стать единственным спасением в этом незнакомом мире. Я была полна решимости использовать свои навыки, чтобы найти свое место в этом времени. Может быть, я смогу стать знахаркой и раскрыть тайны, которые привели меня сюда. Это было началом моего увлекательного путешествия, полного приключений, испытаний и самопознания в этом новом, полном чудес мире. Первые дни я только молча всматривалась в окружающее. Деревянные дома с соломенными крышами, неторопливые прохожие в простых льняных одеждах. А потом, вот так, неожиданно, я обнаружила себя у небольшой лавки с надписью «Зелье для здоровья». Интересно, а что сказала бы хозяйка лавки, если бы узнала, что у меня в голове целый арсенал рецептов, которые ей даже не снились? Постепенно я стала той самой городской знахаркой, в чьи зелья, отвары и настои стали верить все, от бедняков до знати. Но вместе с уважением пришли завистливые взгляды и недовольный шепот. В этом мире, где любая женщина с умом и знаниями могла быть наречена ведьмой, я обрела как немало почета, так и первых врагов. Когда я только очнулась под этим серым небом, мое сердце билось так быстро, что, казалось, расколет грудную клетку. Еще минуту назад я шагала по шумным городским улицам с четким планом на вечер, горячая ванна, любимая книга, чай с мятой. А теперь, глядя на неопрятные домики вокруг, я поняла, что вечер придется провести в обществе, мягко сказать, странном. В этой обстановке, в окружении ветхих строений, я чувствовала себя героиней древней сказки. Только вот мне не улыбался ни прекрасный принц, ни добрый волшебник. Передо мной стояла женщина в простом полотняном платье.
с грубоватыми руками и цепким, словно сверлящим взглядом. Ее глаза изучали меня с осторожностью и даже подозрением. «Новенькая, значит», — пробормотала она, хмыкнув так, будто я не человек, а мышь, заплутавшая в ее лавке. «А откуда ты взялась?» Вот тут-то я и поняла, что ситуация вышла из-под контроля. Попробуй объяснить этой милой, но испуганной женщине, что ты тут случайно, и вообще все это ужасное недоразумение. Но вместо слов я просто замерла. И тут же, как по команде, у нее изменилось выражение лица. «Ладно, не теряйся, девка. В нашем деле решительность и ясная голова важны. Если хочешь научиться что-то делать, так и скажи». И она кинула меня взглядом, словно говорила: «Еще одно испытание для меня». Кажется, это был момент, когда я взяла судьбу в свои руки. Ну что же, я готова стать кем угодно, хоть ведьмой, хоть знахаркой, хоть поварихой. Главное выбраться отсюда живой и невредимой. И я решила, что игра стоит свеч. «Я могу помочь вам с зельями. У меня есть кое-какие знания», — ответила я, вспоминая свои скромные эксперименты с травами и настойками из прошлой жизни. Но ведь здесь никто не знает, что это было в далеком 21 веке, и меня никто не раскроет. Она усмехнулась, но позволила мне остаться. А на следующий день наделила меня кучей грязной работы. К вечеру мои руки были в ссадинах, а голова шла кругом от запаха целебных трав. Откуда-то, видимо, из детства вернулись воспоминания о домашних растениях, о маминых заготовках, о том, как она всегда умела разбираться в травах и цветах. В душе даже проснулось что-то теплое, словно я наконец нашла свое место. Вокруг не утихали разговоры о ведьмах, проклятиях и зловещих существах, что приходят по ночам. У местных женщин это вызывало священный ужас. Но меня волновало другое. А справлюсь ли я с ролью знахарки, той, кому идут за советом и помощью? И вот, ближе к ночи, когда звезды уже осыпали темное небо, пришел первый посетитель. Им оказался мужчина лет 40 с гаком, с густой бородой и пронзительными глазами. На вид он был чем-то вроде заезжего торговца или даже, прости господи, разбойника. Его плечи укутывал поношенный плащ, а на шее виднелась старая цепочка с оберегом. Он вошел и обвел лавку цепким взглядом, будто оценивая не товар, а саму меня. «Ты и есть та самая новая знахарка», — произнес он. Я кивнула, стараясь не показывать, что руки мои чуть дрожат. «Ну, давай, соберись. Ты ведь как-никак великая целительница из 21 века», — подбадривала я себя, едва не рассмеявшись над ситуацией. «Меня зовут Марко», — представился он. «Вам лекарь нужен?» — уточнила я. «А что у вас болит?» Он вдруг опустил голову, явно не привыкший открываться перед особой женского пола, и тихо произнес: «Это не для меня. Сестра моя при смерти», — сказал он. И я поняла, что он из тех, кто ничего не боится, кроме того, что может угрожать его близким. В такие моменты я всегда вспоминала маму, ее хрупкие руки, которые готовили настои, и ее заботу. Именно это воспоминание вернуло мне спокойствие и придало силы. «Расскажите, что случилось?» – тихо произнесла я. Он тяжело опустился на грубую лавку, и из-за этого скамья задрожала, отчего мое сердце снова подпрыгнуло. Я не знала, как помочь его сестре. Не знала ни ее имени, ни вида болезни. Все, что у меня было, это жалкие попытки быть знахарком и надежда на чудо. «Болезнь к ней пристала месяца 3 назад», — начал Марко. «Сначала просто слабела, потом есть перестала, а теперь лежит, как неживая. Одни говорят с глаз, другие говорят, ведьмы прокляли». С глаз, ведьмы. Неужели мне придется углубляться в эту средневековую фантасмагорию? Но кто знает, может, здесь действительно есть нечто такое, о чем я и представить не могла? «Я дам вам снадобье», — наконец произнесла я. «Но это лишь поможет снять слабость. Если же болезнь вызвана, как вы сказали, ведьмами, то требуется другой подход». Марко, похоже, принял мои слова за чистую монету.
Он выпрямился и кивнул, отчего его серьезное лицо стало выглядеть как у воина перед битвой. «Да, видимо, здесь вся магия в том, чтобы казаться уверенной», подумала я и взялась за травы. Лаванда для сна и снятия тревог, мята для силы, ромашка, чтобы очистить кровь. Я приготовила настой, добавила что-то свое, словно колдовала. Когда Марко уходил, я, честно говоря, не знала, подействует ли это, но, глядя на его решимость, почувствовала, что все будет не зря. Той ночью я долго не могла уснуть, а утром ко мне в лавку пришла старуха. Ее выцвевшие глаза смотрели на меня так, будто видели мою душу насквозь. «Знахарка ты или притворщица?» – произнесла она. «Мы узнаем, не сомневайся». Старуха не спешила уходить. Она уселась прямо на пороге моей лавки, упрямо скрестив руки и поглядывая на меня из-под лобья, словно пытаясь что-то разгадать. Я чувствовала ее тяжелый взгляд, словно холодный ветер, пронизывающий до костей. От нее пахло пылью, сухими травами и какой-то терпкостью, напоминающей древнюю кору. Не выдержав, я подошла к ней ближе, стараясь выглядеть спокойно. «Я и есть знахарка», — твердо произнесла я. «И если вы пришли с просьбой, скажите прямо, чего хотите». Она усмехнулась, и мне показалось, что ее морщины стали еще глубже, словно она вся соткана из темных тайн и старых историй. На ее лице мелькнуло что-то вроде одобрения, как будто ей нравилась моя решительность. «Слышала я, что ты помогла Марко», — сказала она, не сводя с меня колючих глаз. «И что у тебя есть силы. Но ты должна понять, силы — это чужие, и надо знать, как с ними обращаться». Чужие силы? Вот оно, первое предупреждение. Этот мир не терпит случайностей и простых объяснений. Вроде и травы здесь похожи на те, что я знала в своей жизни, но что-то в них было иное, магическое. А сама я загадка и для себя, и для них. Ощущение, будто между мной и этим миром невидимая пелена. Оно все не проходило. «Силы приходят к тем, кто умеет их использовать», ответила я, хотя сама понятия не имела, что имела в виду. «Я помогаю, чем могу». Старуха кивнула, ее голос стал тише, почти шепотом, словно это были последние слова перед уходом. «У моей внучки скоро свадьба, но злой дух, говорят, взял ее в оборот. Вся деревня шепчется, что на ней проклятие», сказала она, покачивая головой. «Поможет ей твое снадобье или нет?» Вопрос застал меня врасплох. Проклятие перед свадьбой? И как это исправить? Ни в одной моей современной книге по медицине или травам не было главы, как вылечить невесту от злого духа. Но времени на сомнения не было. Старуха смотрела на меня с таким ожиданием, что я не могла отступить. «Я приду завтра утром», — твердо сказала я. «Принесу настой, чтобы укрепить ее дух и прогнать все дурное». Старуха коротко кивнула и встала. Она была едва выше моей груди, но ее взгляд пробирал до дрожи. Она повернулась и медленно побрела прочь. На следующий день я проснулась до рассвета. Лаванда, чертополох, немного тмина и щепотка соли. Я смешивала все с таким вниманием, словно это было зелье, спасающее жизнь. Вложила в него все свои скрытые страхи и надежду, что этот мир примет меня. Когда я пришла в деревню, меня уже ждали. Невеста, белая как первый снег, сидела на краю кровати с пустым взглядом и затравленным выражением лица. Я подошла к ней, стараясь не смотреть на суеверные взгляды местных женщин, шепчущих молитвы за моей спиной. «Выпей это», – прошептала я, подавая чашу. Она послушно сделала глоток, а потом вдруг посмотрела на меня ясными, удивленными глазами. И в ту же минуту за окном что-то шумно закрутилось, словно подхваченное невидимым ветром. Женщины ахнули, кто-то перекрестился, но я знала, это сработало. Когда невеста сделала последний глоток, вокруг повисла тишина. Казалось, даже воздух в комнате стал гуще.
словно напитанный тревогой и ожиданием. В ее глазах зажегся слабый огонек, и это было первым признаком жизни, который я заметила с момента моего прихода. Она долго смотрела на меня, словно пытаясь понять, кто я такая и почему пришла к ней в этот день, когда сама судьба, казалось, готовила ей другой путь. «Ты чувствуешь что-нибудь?» — тихо спросила я, осторожно коснувшись ее руки. Она кивнула медленно, будто удивленная тем, что ее тело откликнулось на мой вопрос. В уголках ее рта мелькнула слабая улыбка, и что-то теплое, как свет утреннего солнца, вернулось в ее лицо. «Мне легче», — прошептала она, словно что-то отпустило меня. Старуха, сидевшая у порога, вскинула глаза к небу и прошептала слова благодарности, которых я не поняла, но почувствовала, что они принесли ей облегчение. Остальные женщины вокруг тоже зашептались, будто признавая, что произошло что-то, чего они боялись, но втайне ожидали. Я с трудом подавила вздох облегчения. Похоже, мое зелье действительно сработало, хотя до последнего момента я сама не была уверена в его силе. На самом деле вся эта смесь трав и воды, которую я собрала с утра, была моим единственным шансом доказать, что я не чужая. И теперь, глядя на то, как девушки вокруг переглядываются с облегчением, я поняла, что завоевала их доверие. «Спасибо, знахарка», — сказала невеста теплом в голосе. «Я не знаю, что вы сделали, но чувствую, что тьма ушла». Старуха подошла ко мне и, внезапно взяв за руку, сжала ее, словно передавая мне часть своей благодарности, а, возможно, свою силу. «Ты сделала больше, чем могла», — сказала она, с неожиданной мягкостью в голосе. «Теперь в этой деревне тебя будут признавать как свою». Тихая волна благодарности поднялась у меня внутри. Ведь я знала, это был мой первый настоящий шаг в этом странном, но удивительно живом мире. Теперь у меня появилась репутация, и этот мир стал мне чуточку ближе. Старуха все еще держала меня за руку, ее ладонь была теплой, а глаза удивительно ясными. Она смотрела на меня так, словно видела насквозь. Я вдруг почувствовала, что это не просто благодарность за исцеление внучки. Она видела во мне что-то большее, чем просто девушку из другой деревни. «Помни, знахарка», ее голос звучал мягко, но с некой глубинной силой. «Сила не в травах, не в зельях и даже не в знаниях. Она в том, как ты используешь все это для других. Не забывай, что всякий раз, как ты касаешься чужой боли, ты берешь ее частицу в свою душу». Эти слова, такие простые и одновременно такие глубокие, проникли мне в сердце. С одной стороны, они пугали, но с другой, именно ради этого я здесь, среди этих людей, живущих иначе, чем привыкла я. Ради того, чтобы прикоснуться к тому настоящему и ощутить смысл своей жизни. Я проводила взглядом старуху, невесту и остальных женщин, которые покидали комнату. Их лица светились надеждой и признательностью. А я стояла, затаив дыхание, чувствуя что-то особенное, словно воздух стал чище и насыщеннее. На улице зажглись факелы, и вечерний свет отбрасывал длинные тени, когда старуха наконец отпустила мою руку и сказала: «Приходи завтра к реке на рассвете. Есть кое-что, что тебе нужно узнать, и не опаздывай». Сказав это, она скрылась за углом, оставив меня в каком-то непонятном предвкушении. На следующее утро, когда небо было еще темным, я, закутавшись в плащ, добралась до реки. Холодная утренняя роса освежала, а тишина пробуждающейся деревни окружала меня, словно защитный покров. В глубине леса послышались тихие шаги, и вскоре из тени деревьев вышла та самая старуха. Старуха передала мне мешочек с травами, и в его глубине будто затаился весь лесной дух. Запах вбирал в себя свежесть утренней росы, горечь полыни и сладковатую терпкость ягод, которую не встретишь в аптеке или магазине.
Я осторожно провела по тугим стебелькам и поняла, что эти травы были собраны с особым знанием и намерением. «Спасибо», — выдавила я, стараясь сохранить спокойствие. «А что мне с этим делать?» Старуха усмехнулась. Ее взгляд, казалось, проник мне в душу. «Эти травы — проводники. Они откроют тебе то, что скрыто в этом мире и в людях. Но только если ты сумеешь увидеть и понять». Ее голос звучал как-то загадочно и пугающе. Я кивнула, стараясь уловить суть ее слов. «Проводники? Открыть то, что скрыто?» Это не походило на научные объяснения, к которым я привыкла. И где-то внутри снова возникло сомнение. Но, взглянув в глаза этой старухи, я поняла, что рациональные вопросы здесь неуместны. Возможно, чтобы понять этот мир, нужно смотреть не только глазами, но и сердцем. «И запомни, девочка», — сказала она, когда я уже собиралась уходить, «сила трав — это не просто снадобье, она отражение твоего собственного намерения. Прежде чем приготовить что-то для другого, пойми, что сама готова принять, иначе все твои зелья потеряют свою силу». И с этими словами она исчезла в тумане, оставив меня с мешочкой трав и массой вопросов. Я медленно брела обратно в деревню, пока вокруг не стало светлее и небо не озарилось нежными розовыми отблесками рассвета. Мои руки крепче сжали мешочек, и я вдруг почувствовала, что внутри у меня зажглась искорка чего-то нового, ответственности или, может, даже призвания. Когда я вернулась к себе, первым делом развесила травы по углам маленькой комнаты. Они казались мне чем-то вроде оберегов, которыми старуха словно оберегала меня от чего-то неведомого. Тихим вечером, пока деревня замирала, я достала несколько пучков трав из мешочка и начала экспериментировать с отварами, держа в голове все слова старухи. Интуитивно я чувствовала, что этот процесс не просто смешивание, а своего рода ритуал. Тихий осторожный стук раздался в ночной тишине, заставив меня вздрогнуть. Кто-то стоял у моей двери. Я осторожно подошла, гадая, кто может искать меня в такой час. На пороге стоял молодой мужчина. Лицо его скрывала тень капюшона, но свет от зажженной свечи осветил карие глаза, глядевшие немного встревоженно, но решительно. Он выглядел растерянным, но словно что-то держало его здесь, заставляя стоять на моем пороге. «Вы та самая знахарка?» — спросил он тихо, будто боялся, что нас могут подслушать. Я кивнула, стараясь держаться уверенно, хотя внутри меня все замирало от волнения. Этот человек пришел ко мне за помощью. Что бы ему не было нужно, я знала одно — отступать нельзя. «Чем могу помочь?» — спросила я, глядя ему прямо в глаза. Мужчина смутился, на мгновение отвел взгляд, но затем снова посмотрел на меня, и в его глазах мелькнуло что-то похожее на отчаяние. «Моя мама, она тяжело больна. Лекари говорят, ее недуг не излечить обычными средствами. Но я слышал, вы помогаете даже там, где никто не может». Я молчала, обдумывая его слова. «Недуг, не подвластный лекарям?» Мое сердце учащенно забилось. В голове пронеслись все рецепты, настоев и зелий, которые я уже успела приготовить. Старуха говорила, что нужно чувствовать, что ты готов принять. Может, это и есть мой шанс? «Приведи ее ко мне», — тихо сказала я. «Я постараюсь помочь, но ничего не обещаю». Мужчина кивнул и, не сказав больше ни слова, исчез в темноте ночи. Когда дверь за ним закрылась, я стояла в полутьме, чувствуя, как сердце стучит где-то у горла. Это было испытание, не просто шанс применить свои навыки, а настоящая проверка на то, насколько я готова помогать другим. Мешочек с травами, который оставила старуха, казался вдруг тяжелее, словно в нем заключалась не только сила леса, но и ответственность, которую я теперь несла. Чтобы успокоиться, я начала раскладывать травы на столе,
вспоминая все, что знала об исцелении. Я перебирала стебельки, сухие листочки, вдыхала их запахи, надеясь, что интуиция подскажет, что делать. Старуха говорила, что сила трав — это продолжение твоего намерения. Я должна быть готова принять и почувствовать. Ночь прошла в приготовлениях. Я варила отвар, добавляя настой из трав, аккуратно перемешивала, нашептывая тихие слова, которые казались мне молитвой или заклинанием. Обращение к силам, о которых я и не подозревала еще недавно. Когда настой был готов, он заполнил комнату терпким ароматом, в котором смешались и тепло, и горечь. Все было готово. Оставалось только ждать. На рассвете дверь снова тихонько скрипнула, и на пороге появился тот самый мужчина, осторожно поддерживающий пожилую женщину. Она едва стояла на ногах, ее лицо было бледным, а глаза казались закрытыми, как у спящей. Дыхание было глубоким и тяжелым. Я кивнула ему, приглашая их войти, и он помог матери устроиться на деревянной скамье. «Дайте ей это!» Я протянула чашу с теплым настоем, чувствуя, как волнение проходит дрожью по моим рукам. «Выпейте это все, до последней капли». Мужчина осторожно поднес чашу к губам матери, а она, словно в полусне, начала пить небольшими глотками. Медленно, пока ее дыхание не стало ровнее. Я наблюдала, не смея пошевелиться, словно от каждого ее глотка зависела моя собственная жизнь. Когда она допила, мы сидели в тишине, напряженно ожидая. Прошла минута, затем другая, и я начала сомневаться, что мой отвар сработал. Но тут ее грудь вздрогнула, она сделала глубокий вдох и открыла глаза. В них зажглась жизнь, теплая, спокойная и удивленная. «Как я здесь оказалась?» — слабым голосом спросила она. Мужчина, не сдерживая слез радости, схватил ее за руку и благодарно посмотрел на меня. В этот момент я поняла, магия была не в травах и не в отваре, а в вере и заботе, которую я вложила в свое зелье. «Спасибо вам, знахарка», – прошептал он, низко склонив голову. Я кивнула, чувствуя, как на сердце разливается тепло. Это было начало моего пути, как той, кто мог исцелять. Когда они ушли, тишина заполнила мою маленькую комнату. Но теперь она не казалась пустой, а наполненной каким-то новым, глубоким смыслом. Все внутри меня было в смятении. С одной стороны, радость от того, что я смогла помочь, а с другой — странная, непонятная тяжесть. Наверное, это была та самая часть чужой боли, о которой говорила старуха. Я вдруг почувствовала, как устала. Сев на скамью, я задумчиво смотрела на остатки трав на столе, пытаясь осмыслить происшедшее. Этот мир со всеми его тайнами и правилами становился для меня все более реальным. Я была здесь не просто гостьей, не случайной путницей. Я чувствовала, что мои действия, слова и, возможно, даже мысли могут оставить след в жизни людей, которые доверились мне. Вскоре, когда лучи солнца уже заливали комнату мягким светом, за окном мелькнула тень. Это была та самая старуха. Она вошла бесшумно, ее взгляд был сосредоточенным и в то же время одобрительным. «Ты справилась», — тихо сказала она, пристально глядя на меня. «Но помни, деточка, путь знахарки тернист. Помогая другим, ты каждый раз отдаешь часть себя. Помни это, если хочешь продолжать». Я молча кивнула. Каждый раз, когда я смотрела на нее, мне казалось, что ее глаза видят не только мое настоящее, но и мое будущее, которого я сама еще не знала. Старуха подошла к столу, коснулась высушенных трав и слегка улыбнулась, как будто что-то узнала в моих приготовлениях. «Тебе нужно будет многому научиться», — добавила она мягко. «Ты доказала, что у тебя есть сердце и намерение, но этого недостаточно. Твоя душа должна быть сильна, а разум ясен.
Поэтому я буду учить тебя». Слова старухи словно зажгли во мне огонь. Новый виток желания понять и постичь больше, чем я могла представить. Ее слова звучали как обещание, как таинственный призыв в путь, который я теперь знала, что хочу пройти. «Я готова», — ответила я, ощущая внутри спокойную уверенность, которой не было еще вчера. Старуха удовлетворенно кивнула, а затем вышла, оставив меня с мыслью о том, что впереди ждет новая глава. Глава моего обучения и моего становления. С этого дня моя жизнь изменилась. Старуха стала приходить ко мне регулярно, всегда бесшумно и неожиданно, словно появляясь в тумане и снова исчезая в нем. Она приносила травы, которые я раньше не видела, рассказывала, где и как их собирать, на что обращать внимание, когда лучше срывать каждый лист и как сила растений меняется в зависимости от времени суток. Это было волшебство, глубже и реальнее, чем любое заклинание. Каждый ее урок был испытанием. Иногда она уходила, оставляя меня с невыполнимой, казалось, задачей приготовить отвар, который бы помогал не просто от болезни, а для укрепления духа, или настой, способный снять проклятие. Она не давала точных инструкций, только обрывки подсказок, заставляя искать ответы внутри себя, доверять интуиции. Я ошибалась раз за разом, часто разочаровывалась в себе, но каждый неудачный опыт приближал меня к пониманию, которое не могли дать никакие учебники. Однажды, когда луна была в зените, ее свет заливал лес серебром, старуха привела меня на опушку, где росли дикие лиловые цветы с тонким, едва уловимым ароматом. «Это цветы забвения», — сказала она, срывая один и протягивая мне. «Их лепестки могут помочь человеку забыть боль или печаль, но неправильно приготовленные они могут стереть и хорошие воспоминания». Я внимательно слушала, держа цветок в руках. От него исходило чувство какой-то хрупкой силы, как будто он хранил в себе и покой, и угрозу. Я вдруг поняла, что каждая из этих трав — это не просто растение, а дверь в неведомый мир, открывая которую я должна была соблюдать осторожность. Мы долго шли назад в полной тишине, пока наконец не остановились у моей двери. Старуха посмотрела на меня. Ее взгляд был теплым, но испытующим. «Помни, девочка», — сказала она, мягко касаясь моей руки, «твоя сила — это не только знание трав и настоев. Она в том, что ты делаешь с этим знанием. Никогда не забывай, что каждая травинка, каждое зелье требует особого отношения. И только так ты сможешь по-настоящему стать той, кто исцеляет». Ее слова отозвались во мне, и я поняла, что это не просто наставление. Это был путь, и он требовал всей моей души, терпения и смирения. После той ночи я начала видеть в каждом своем действии нечто большее. Моя крошечная комната превратилась в мастерскую, полную сушеных трав, пузырьков с настойками, измельченных кореньев и порошков. Каждый уголок был пропитан ароматами, знакомыми и таинственными, то горькими, то сладкими, то чуть пряными, словно сама природа оставляла здесь свои секреты. А однажды вечером, когда я склонилась над приготовлением нового отвара, дверь тихонько отворилась. На пороге стояла женщина, статная, гордая, с высоко поднятой головой. Но ее глаза выдавали боль, которую она отчаянно пыталась скрыть. «Мне сказали, ты можешь помочь». Ее голос дрожал, несмотря на внешнюю уверенность. Я кивнула, жестом пригласив ее сесть, и заметила, как ее руки нервно дрожат, сжимая подол платья. Пока я готовила чай из успокаивающих трав, она, наконец, заговорила. Сначала медленно и осторожно, словно каждая ее фраза ранила ее. Ее дочь, юная и нежная, недавно заболела странной болезнью, от которой поблек цвет ее лица, а ее ясные глаза погасли.
Лекари пробовали все, что знали, но с каждым днем девушка слабела. Мать, потерявшая надежду, пришла ко мне как к последнему шансу. Слушая ее, я чувствовала тяжесть ее отчаяния, словно оно накрыло нас обеих. Но внутри я ощущала тихую уверенность. Мне казалось, я знала, чем могу помочь. Я встала и стала искать по шкафчикам нужные травы, точно зная, что мне нужно. Корень лопуха, цветы бузины, немного ромашки и щепотку корицы для тепла и жизни. Смешивая их, я вслух объясняла женщине каждый шаг, словно вводя ее в свой ритуал, стараясь, чтобы ее вера в меня стала частью этого зелья. «Это поможет укрепить ее», — сказала я, протягивая ей кружку с теплым отваром. «Но самое важное, чтобы она чувствовала рядом тех, кто ее любит. Болезнь уходит от силы любви, а не от страха». Она кивнула, сжимая кружку с зельем в руках, словно в этом тепле заключалась вся ее надежда. А я смотрела на нее и понимала, что мои слова и мое умение не просто знания. Это было то, чему учила меня старуха. Исцеление всегда двустороннее, и помощь начинается со взаимного доверия. Женщина ушла, оставив за собой аромат травяного настоя, а я снова осталась одна. И вдруг в этой тишине я поняла, что с каждым днем моя связь с этим миром крепнет. Я больше не чувствовала себя здесь чужой. Я становилась частью чего-то большего, чем просто ремесло знахарки. Теперь, когда я смотрела в зеркало, я видела в своих глазах отражение той самой силы, о которой говорила старуха. Прошла неделя, затем вторая. Дни сливались в череду встреч. Ко мне приходили не только с недугами тела, но и с болью душевной, тайными страхами, которые люди прятали глубоко внутри. Я видела, как они пытаются сохранить гордость и достоинство, даже стоя на грани отчаяния. Каждый случай — это новый вызов, новая проверка. Но с каждым разом я чувствовала, что расту, открывая в себе ту силу, о которой и не подозревала. Старуха продолжала приходить, наставлять, но теперь ее строгий взгляд смягчился, а в ее словах было все больше уважения. Она учила меня не только зельям и настойкам, но и тому, как слушать, по-настоящему слушать. Ведь часто людям нужно было не только исцеление тела, но и чуткий собеседник, который поможет унять боль словами, понять, что их тяготы — это не их вина. Как-то вечером она оставила мне странный мешочек с сухими лепестками ярко-красного цвета. «Это не простые цветы», — сказала она, смотря прямо мне в глаза. «Они помогают заглянуть внутрь себя, увидеть то, что обычно скрыто. Но предупреждаю, не каждый выдерживает эту правду». Меня пробрало легкое волнение. Зачем ей было давать мне эти цветы? Что за скрытую правду я могла открыть? Но я чувствовала, что за ее словами скрывается испытание, новое знание, к которому я уже, возможно, была готова. Той ночью, когда на улице бушевал ветер, а в моем маленьком доме царила уютная тишина, я решилась. Заварила настой с этими цветами, и их яркий красный цвет будто завораживал меня. Сделав небольшой глоток, я закрыла глаза и позволила себе погрузиться в тишину и глубину себя. В какой-то момент я ощутила странное чувство, словно воздух вокруг стал плотнее. Внутри меня всплывали образы из прошлого, те моменты, когда я принимала решения, не слушая интуицию, когда боялась признать свои истинные желания. Я видела свои слабости, страхи, то, что заставляло меня защищаться от мира, скрываться за масками. Пока я смотрела на эти образы, странное чувство прощения и принятия заполнило меня. Я понимала, чтобы быть целителем для других, я должна сначала исцелить себя, перестать цепляться за сожаление. Настой помог мне увидеть то, что всегда было передо мной, но теперь это больше не было тайной. Это стало частью меня.
и я приняла ее. Открыв глаза, я увидела, как багровый свет рассвета проникает в комнату. И я чувствовала себя обновленной, сильной, как будто очистилась от старых ран. Утренние лучи мягко освещали комнату, наполняя ее теплым светом и ощущением, будто мир вокруг стал ярче и яснее. Это чувство легкости, почти невесомости охватывало меня, и я поймала себя на мысли, что впервые за долгое время чувствую себя по-настоящему цельной, без угловатых обломков прошлого и внутренних сомнений, которые всегда грызли меня изнутри. Старуха появилась на следующий день, как всегда неожиданно, но словно знала все, что со мной произошло ночью. Она ничего не сказала, только скользнула по мне взглядом, в котором я уловила что-то вроде тихого одобрения. Это было как молчаливое признание, знак, что я прошла какое-то важное испытание. В тот момент я поняла, что теперь, наверное, готова нести не только свое собственное бремя, но и помогать другим. «Сегодня, — заговорила старуха, — я покажу тебе травы, которые изменяют судьбу». Она достала из своего мешочка небольшой узелок, из которого запахло свежестью и терпкость. Внутри лежали засушенные листья и семена, которые я никогда не видела раньше. Старуха объяснила, что некоторые травы способны не просто исцелять или унять боль, но и повлиять на судьбу человека, помочь ему направить жизнь в нужное русло. «Запомни, дитя мое», — ее голос стал серьезным, — «эти травы не игрушка. С их помощью можно исправить путь, но также можно и запутать его сильнее. Их должны принимать только те, кто готов принять последствия. Ты должна быть уверена, что человек понимает, чего хочет, и готов к переменам, которые произойдут». Я внимательно слушала, стараясь запомнить каждое слово. Знание о таких травах было огромной ответственностью, и я чувствовала, что старуха доверяет мне нечто святое и важное. Прошло несколько дней, и ко мне постучала молодая женщина, вся измотанная и бледная. Она рассказала свою историю. Жизнь в деревне, долги, ссоры с мужем, бедность, отчаяние. Понимание, что все сложилось именно так, и что, кажется, выхода нет. В ее глазах читалась не просто усталость, а жажда перемен, решимость, почти отчаянная готовность изменить судьбу любой ценой. И вот тогда я вспомнила те листья и семена, которые показала мне старуха. Я понимала, что передо мной человек, который на самом деле готов к переменам, но в глубине души сомневалась, имею ли я право вмешиваться. Слушая ее, я почувствовала, как внутри меня просыпается сила, с которой я сама только недавно познакомилась. Я словно ощутила, что эта встреча была послана судьбой и мне, и ей. «Хорошо», — сказала я, глядя ей прямо в глаза. «Я помогу тебе. Но прежде чем мы сделаем это, ты должна понять, перемены придут не сразу, и они потребуют от тебя мужества и терпения. Этот путь нелегок, и, возможно, он изменит тебя больше, чем ты предполагаешь». Женщина кивнула. В ее взгляде вспыхнула искра надежды. И пока она ждала, я принялась готовить отвар, добавляя те самые травы, которые, по словам старухи, могли повлиять на ее судьбу. Тихо, почти ритуально, я добавляла в отвар каждый листик, каждое семечко, как будто сама природа подсказывала мне нужную последовательность. Весь этот процесс казался таинственным танцем, и я чувствовала, как с каждой каплей мой отвар наполняется силой. Силой перемен. Травы высвобождали свои ароматы, тяжелые и терпкие, наполняя комнату ощущением чего-то глубокого и необратимого. Когда отвар был готов, я подала женщине чашу. Она смотрела на нее, будто таила в себе ответы на все ее вопросы. Взгляд ее застыл, и прежде чем она сделала глоток, я остановила ее легким прикосновением. «Помни», — сказала я тихо, — «этот отвар не волшебство, он лишь проводник. Перемены требуют усилий,
и тебе придется встретиться со своими страхами. Отвар только покажет тебе путь, но пройдешь его ты сама». Она кивнула и, задержав дыхание, сделала первый глоток. Я наблюдала за ней, чувствуя, как магия напитка начинает действовать. Сначала ее лицо оставалось спокойным, но вскоре она нахмурилась, словно что-то увидела перед собой. Что-то, чего я не могла понять. Это был ее собственный путь, ее собственные страхи и надежды. Женщина замерла, ее глаза закрылись, и она глубоко вздохнула. Казалось, в этот момент она сделала некий внутренний шаг, приняла какое-то решение, которое зрело в ней долгое время. «Теперь иди», — мягко сказала я, проводя ее к двери. «Отвар сделает свое дело, но не жди, что все изменится мгновенно. Будь терпелива и сильна. Пусть перемены придут естественно, как восход солнца после ночи». В ее глазах мелькнула благодарность, смешанная с робкой надеждой. Я проводила ее взглядом, и когда она ушла, почувствовала, будто что-то важное произошло не только с ней, но и со мной. Я поняла, что теперь я не просто травница, не просто девушка, ищущая свое место в этом мире. Я стала частью чего-то большего, частью путей, судеб и надежд этих людей. Эта встреча оставила в душе тихий отклик. Я начала понимать, что в каждом своем решении, в каждом зелье и слове я несу ответственность. Мне открылся смысл того, что говорила старуха. Сила не в том, чтобы просто знать тайны природы, а в том, чтобы понимать, когда и для кого их открывать. Этой ночью мне приснилась река, широкая и глубокая. Ее течение несло вдоль берегов, усыпанных цветами и травами. Легкий туман стелился над водой, и в нем едва различимым силуэтом я увидела фигуру старухи. Она стояла на берегу и смотрела на меня. Ее лицо было мягким и спокойным. Это был ее прощальный дар, ее напутствие. И я знала, что, возможно, отныне она доверяет мне самостоятельный путь. Утро принесло с собой ощущение свободы и тихой уверенности. Старуха больше не появлялась, как будто передала мне все свое знание и ушла так же внезапно, как и пришла. Теперь я была одна, но это казалось мне естественным и правильным. Раньше я бы испугалась, а теперь с каждым днем моя уверенность в себе крепла. Слух о моих травах и зельях разносился по округе, и к моему дому приходило все больше людей. Каждого я встречала сдержанно, прислушиваясь к своим ощущениям, к тому, что говорило мне сердце. Мне уже не нужно было задавать много вопросов. Порой хватало лишь взгляда, чтобы понять, что именно гложет человека, какую боль он принес с собой. Люди доверяли мне свои секреты, свои страхи, и я старалась помочь им не только травами, но и поддержкой словом. Они уходили с легкостью в душе, будто я забирала у них частичку их тяжести. Однажды ко мне пришел мужчина, высокий, с грустным взглядом, который говорил о всех его испытаниях. Он подошел к порогу, чуть помедлил, словно обдумывая свои слова, и, наконец, заговорил. «Ты та, о ком здесь говорят? Знахарка?» – спросил он. «Я та, кто может выслушать и, если потребуется, помочь», – спокойно ответила я, наблюдая за ним. Он коротко кивнул, подошел ближе и сел напротив. От него веяло не только грустью, но и какой-то темной, спрятанной глубоко болью. «Говорят, ты знаешь, как унять то, что не дает покоя. Ты можешь забрать боль. Но мне нужно не это. Мне нужно понять, что делать дальше, когда смысл жизни уходит, когда прошлое груз, который не сбросить». Его слова эхом отозвались во мне, словно кто-то невидимый коснулся старой раны. Вопросы, которые терзали меня когда-то, стояли передо мной снова, но на этот раз через другого человека. Я знала, что ответ для него будет непростым, что ему предстоит трудный путь, на который нельзя просто дать рецепт. Чтобы избавиться от этого груза, тебе придется найти в себе свет,
то погас под тяжестью прошлого, сказала я, глядя ему в глаза. Иногда мы теряем себя, обретая слишком много боли. Но свет все еще там. Просто ты пока его не видишь. Он молчал, вслушиваясь в мои слова, а потом, опустив глаза, тихо спросил. «Думаешь, это возможно? Я уже давно ничего не чувствую, кроме пустоты». «Возможно», — ответила я, положив перед ним небольшую чашу с отваром. «Но только если ты готов по-настоящему встретиться с тем, что ты прячешь в этой пустоте». Он колебался, словно боясь того, что может увидеть, но, взяв чашу, сделал глоток. И в этот миг я знала, что это станет для него первым шагом на пути к исцелению. После первого глотка его взгляд изменился. Он стал более глубоким, задумчивым. Казалось, отвар пробудил в нем воспоминания, которые он долго скрывал в глубине души. В комнате воцарилась тишина, и я могла почти осязать его внутреннюю борьбу. Он сидел, сжав чашу, словно она была якорем в море его воспоминаний. «Я был совсем другим человеком», — прошептал он наконец. «Когда-то я был счастлив, но потом ошибки, потери, все это поглотило меня, и я потерял смысл, потерял самого себя». Его слова были полны боли, и я понимала, что это была та самая точка невозврата, в которой он застрял, не в силах шагнуть ни вперед, ни назад. Отвар только дал ему возможность снова заглянуть в свое прошлое, но впереди была его собственная работа, непростая и долгая. «Знаешь, я верю, что потерянное можно найти», — тихо сказала я, наблюдая за его лицом. «Жизнь не всегда дает нам второй шанс. Но если ты действительно готов бороться за то, что когда-то имел, возможно, этот шанс есть у тебя сейчас». Он смотрел на меня с легкой улыбкой, грустной, но в ней было что-то живое. Может быть, это была надежда? «Ты странная», — сказал он, снова погружаясь в свои мысли. «Не знаю, что заставляет тебя помогать таким, как я. Это ведь нелегко, не так ли?» «Порой нет ничего сложнее, чем помочь тому, кто сам себе враг», — ответила я. «Но я тоже когда-то была потеряна. Если бы не одна добрая душа, я бы, наверное, так и осталась в тени своего прошлого. Я помогаю тебе, потому что верю, ты сможешь найти путь. Вопрос лишь в том, хочешь ли ты этого». Он кивнул, и в этот момент я почувствовала, что его боль отступила, хоть и ненадолго. Этот момент был словно слабый луч света, пробившийся сквозь тучи. Мужчина встал, поблагодарил меня и ушел, пообещав вернуться, когда будет готов продолжить путь. Когда он ушел, я осталась в тишине, ощущая, как отзвуки его слова и его боли все еще витали вокруг. Моя жизнь, казалось, теперь была наполнена не только моими эмоциями и переживаниями, но и частичками судеб других людей. Эти истории, как узоры на ткани, плетались вместе, и каждая из них, даже самая неприметная, учила меня чему-то новому. Я поняла, что путь, на который я встала, это не только мой личный поиск, но и своего рода служение. Я стала чем-то вроде связующего звена между людьми и их болью, надеждой, изменениями. И с каждым днем это чувство становилось все сильнее, наполняя меня смыслом и напоминанием, что как бы ни была велика тьма, всегда есть свет, ради которого стоит жить. Вечер опустился на деревню, и в доме повисла спокойная тишина. Я сидела у окна, глядя на мерцающие звезды, и мысли о происшедшем тихонько переплетались с ощущением глубокого удовлетворения. Впервые за долгое время я чувствовала, что нахожусь на своем месте, что моя жизнь обрела смысл. Эти люди со своими радостями и горестями, со своей верой в меня стали моим новым миром. На следующий день к моему дому пришла женщина, незнакомая и очень робкая. Она держала в руках маленькую корзинку. Ее плечи были опущены,
а взгляд смотрел вниз, словно ей было неловко просить о помощи. «Проходи, не бойся», — сказала я. «Расскажи, что привело тебя сюда». Она тихо села и, будто набравшись смелости, подняла на меня глаза, полные слез. «У меня дочка заболела», — сказала она, с трудом сдерживая слезы. «Лекари не могут помочь. Люди говорят, у тебя есть знания. Ты можешь сотворить чудо». Каждое ее слово было пропитано отчаянием и болью. Она пришла ко мне с последней надеждой, когда все средства уже были исчерпаны. Я чувствовала ее страдания, и что-то внутри меня дрогнуло. Дети, они всегда были особой темой для меня, трепетной и болезненной. «Дай мне немного времени», — сказала я, подходя к полкам с травами. «Скажи, какие симптомы, и расскажи, что именно случилось». Женщина начала рассказывать, как ее дочь ослабела и стала медленно угасать, как каждый день она теряет силы, а врачи лишь разводят руками, не зная, чем помочь. Я слушала ее, чувствуя, как в моей душе растет твердая решимость. Эта девочка — ее единственная радость, ее смысл. И если я могу сделать хоть что-то, чтобы помочь, я сделаю это. В тот день я приготовила отвар с особой осторожностью, подбирая травы, словно соткала полотно надежды. Каждое движение было наполнено сосредоточенностью и верой в то, что, возможно, я смогу пробудить в ребенке жизненные силы, которые, казалось, покинули ее. Когда отвар был готов, я дала женщине подробные указания, как и когда его давать дочери, объясняя каждый шаг. Она взяла чашу дрожащими руками, словно это был дар, который мог вернуть ей жизнь. «Спасибо», — прошептала она, и в ее голосе я услышала не только благодарность, но и огромную веру. «Помни», — сказала я, провожая ее к двери, — «главное — верить. Вера способна на многое, когда кажется, что надежда уже исчерпана». Она кивнула и, обняв чашу, словно хрупкий сосуд, ушла, оставив меня в тишине. Я знала, что путь исцеления будет долгим и нелегким, но в ее глазах я увидела свет, ту маленькую искру, которая иногда творит настоящие чудеса. Ночью, лежа в своей постели, я думала о женщине и ее дочери, молясь о том, чтобы мои старания помогли. Ведь, в конце концов, моя сила была не только в травах, но и в вере, той самой, что связывает нас всех в этом мире. Прошло несколько дней. Я продолжала жить в ожидании вестей, каждое утро пробуждаясь с тревогой и надеждой. Стук дождя по крыше, ароматы трав — все это успокаивало и наполняло дом тихим уютом. Но мысли о девочке не покидали меня ни на мгновение. И вот в один пасмурный день, когда я уже начала сомневаться, услышала быстрые шаги у порога. Дверь распахнулась, и на пороге вновь появилась та женщина. Но теперь ее лицо озаряла такая радость, что я сразу поняла, что-то произошло хорошее. «Она проснулась!» — всхлипывая от счастья, говорила женщина, не в силах сдерживать слез. «Она открыла глаза, попросила покушать. Это чудо! Спасибо вам, спасибо!» Я чувствовала, как внутри что-то дрогнуло, и тепло разлилось по груди. Все мои старания, дни сомнений — все это ради таких моментов, когда понимаешь, что сможешь спасти хотя бы одну жизнь, вернуть хотя бы одну улыбку. Женщина все еще благодарила меня, обнимая мои руки, и ее голос, полный облегчения и счастья, звучал как музыка. Я не могла не улыбаться, ведь ее радость казалась такой искренней, что окружала все вокруг. «Главное, теперь береги ее», — сказала я, протягивая ей еще несколько трав. «И помни, ей понадобится отдых, много сил и забота. Давай ей отвар раз в день, и пусть она отдыхает на свежем воздухе, чтобы силы возвращались». Женщина кивнула с трепетом, принимая новый отвар, словно это было сокровище. Она не могла перестать благодарить меня и, наконец, покинула мой дом, оставив после себя свет теплый и благодарный. Когда дверь за ней закрылась, я еще долго стояла, вслушиваясь в тишину.
В такие моменты я чувствовала, что каждый мой шаг на этом пути был оправдан. Каждым человеком, приходившим ко мне, я сама становилась сильнее, наполнялась их историями и надеждами. Теперь я знала, как бы сложен ни был этот путь, я выбрала его не зря. Ради таких минут стоит жить. Эпилог. Спустя несколько месяцев после того, как девочка выздоровела, в деревне начался новый этап жизни. Я не могла поверить, что всего за такое короткое время успела обрести множество друзей и крепкие связи с людьми, которых раньше не знала. Моя небольшая избушка, окруженная травами и цветами, стала местом притяжения, центром надежд и исцеления. Люди приходили ко мне не только за зельями и отварами, но и просто поговорить, поделиться своими радостями и горестями. Я больше не была одинокой. Здесь, среди этих простых, но искренних людей, я нашла свой новый дом. Каждый день я встречала новые лица, и с каждым новым знакомством, с каждой историей я погружалась в мир, который обогащал меня, наполняя жизнь смыслом. Прошедшие трудности не исчезли, но я научилась с ними справляться. Теперь я понимала, что даже самая глубокая рана может затянуться, если позволить себе принять любовь и поддержку окружающих. Каждый раз, когда ко мне приходил человек в поисках помощи, я знала, что это не просто возможность помочь кому-то, это возможность самой стать лучше, научиться чему-то новому. А однажды, сидя у окна с чашкой чая, я задумалась о том, как же изменилась моя жизнь. Я поняла, что эта новая реальность стала для меня не просто местом, где я выжила, а домом, в который я была готова вложить всю свою душу. Я была чародейкой не только потому, что могла смешивать зелья и травы, но и потому, что обрела способность исцелять души, свою и другие. И вот, сидя там, в окружении цветов и трав, я поняла, каждое новое утро — это возможность сделать этот мир чуточку лучше. Каждая история, каждое исцеление — это не просто работа, это священный долг. И, может, и не знала я, что будет дальше, но с каждой новой улыбкой, с каждым новым шагом я была уверена, я на правильном пути. И на этом пути меня ждут чудеса. Конец. Автор книги Тиса и Серж Луис. Друзья, благодарим вас за прослушивание аудиокниги. Если вы насладились этим контентом, то подпишитесь на наш YouTube канал. Поставьте лайк под видео и напишите любой комментарий. Спасибо. Конец. Автор книги Тиса и Серж Луис. Друзья, спасибо, что были с нами до конца этой истории. Если вам понравилась аудиокнига, поддержите ее лайком и комментарием. Для нас это действительно важно. Подпишитесь на наш канал. Впереди вас ждут новые миры, магия, любовь и истории, в которые хочется возвращаться снова и снова. До скорой встречи!